Вот, начинается. Speedrun Zelda. Link to the past. Спидранер Хотари Бита. Хотари. И пока мы готовимся... Спидрану нам рассказывает немножко о прошлом Хайруле, о войне, из-за которой пришлось запечатать Темное Царство Семи Мудрецам вместе с Ганоном. Как видимо, набрали на Dead имя. Называем так свой персонаж. Линка. 3, 2, 1. Приступаем. Что ж, Линк просыпается посреди ночи в доме дяди. И сейчас получает телепатическое послание от принцессы Зельды, которая просит спасти ее из темницы. Она заключена злым колдуном Акханимом. И также мы узнаем, что Акханим был ее отца короля Хайрула и захватил власть в стране. Вот так вот. Вновь приветствую. Да-да. Мои любимые вкуснейшие технические шоколадки. Что-то пошло определенно не так? Определенно что-то пошло не так. Видимо, сейчас приходится менять имя. Потому что донат с именем Лонг набрал больше, чем Dead. И вновь приступаем. 3, 2, 1. И запускаем. Так, я, пожалуй, приостановлю свою трансляцию, потому что я на секунд 10 впереди. Впереди. When Link's on the wrong layer, we can basically walk under the floor and go basically anywhere. It's insanely broken. But that's not Так, начинается у нас игра с того, что мы чудно спали в нашем королевстве Хайрул, и нам приходит во сне телепатическое сообщение. Да, как раз об этом сообщила Зельда, что ее нужно спасти из темницы. Да, и восстало зло из пепла ядерного огня. Именно так. Акханим хочет разрушить печать Семи Мудрецов и освободить Ганона, принца тьмы, ну или Ганендорфа. Берем, собственно, у дяди и меч, и щит. Да. Но, мне кажется, для русского рестрима Аганим будет поприятнее звучать. Я знаю, что он пишется по-другому, и там не как Аганим, но... Да, главное с доты не путать. Сейчас будем, вот, совершаем первый глич. Для этого спрыгиваем с лестницы, в этот момент выходим в меню. Сохраняемся, естественно, и возвращаемся обратно. А в дальнейшем, когда нас ударит враг, мы, по сути, провалимся под пол. Враг или если просто получим урон. Так что сейчас важно не получить урон. Да, видимо, не успел задеть или... Gets electrocuted and doesn't leave the ground, but the bunny does leave the ground. So we need this long state to get bunny properties, take damage. Now we're in our overworld. Вот, получаем урон и проваливаемся. Таким образом, по сути, мы пропускаем квест Зельды, но, как понимаем, получаем информацию о том, что для победы над Аганимом нам необходим мастер-меч, что находится в затерянном лесу, и только старейшина деревни Кокрика знает, собственно, как заполучить этот меч.
Да, благодаря этому скипу мы... Короче, там очень длинный сегмент, побег в этом замке и, по-моему, босс-файта одного. Ну, небольшой, да. С Ну, мини-боссом, если так можно он такой, сказать. он как бы... Да, да, он скорее мини-босс. Блин, сейчас изо всех сил клипаем через стенку, чтобы попасть в воду. И так мы сможем пройти до моста и направиться к Восточному дворцу. Но немножко не получается этот клич, потому что нужно точно двигаться в определенной точке, вот, открывая меню и закрывая его, продвигаясь примерно по одному пикселю. Наконец-то получилось. Вы могли видеть голову Линка с левой стороны экрана. It's an interesting thing. So next, we're going to do what's called a screen wrap. We're going to use more slopes to kind of slowly, pixel perfect, move in and jump Поняла, следующий скип, screen wrap называется. То есть... screen wrap. То есть нам нужно будет также кликнуть через стенку, перейти на другой экран, разогнавшись, и, собственно, попасть к Восточному дворцу. Большинство скипов в этой игре работает по той причине, что это все еще SNES, а сделали игру хорошую, и получилось, что, ну, они хотели многоуровневую систему, то есть вы видите, что можно и ходить, там, подниматься по лестницам, все это в пределах одного уровня, из-за этого существует такая многослойная система, которую мы ломаем. Кстати, в Восточном дворце здесь нас ждет, ну, скажем так, первый босс, пусть будет первый. Это рыцаря Кстати, из RUSC. интересного, первая игра в серии была также с видом сверху, но Но что-то вновь пошло не так, как понимаю. В общем, мы проходим данж из комнаты в комнату. Пока что никаких скипов не предвидится. Единственное, мы пропустили комнату с луком, потому что зайдем в нее еще раз, когда будем направляться уже к боссу. Потому как нам нужно для начала заполучить ключ, только тогда мы продвинемся вперед. Вот, этот самый ключ. И до этого Линк получил damage boost большой и смог пробраться к горшку, убрав который, можно было, собственно, активировать сундук. Получаем лук. Он будет нам очень полезен как раз-таки в файте с рыцарем Армаса. Обычно заряженные атаки уничтожали врага, но сейчас обошли их стороны. Отбираем стрелы, открываем дверь, немножко толкаем циклопа, чтобы он соскользнул с плиты, прошел дальше. Орбы здесь достаточно рандомно спавнится, поэтому стараемся не попасть под них. Здесь, кстати, стреляем сначала в левого циклопа, потом в правого, и добиваем левого, и вновь правого. Суть в том, что мы не можем выпустить, допустим, 2 стрелы подряд, и стреляя поочередно в одного, потом другого циклопа, мы как можно быстрее их уничтожаем. Рыцарей сначала бьем с тех, что справа, а затем слева, и в одну кучу их собираем и уничтожаем. И получаем, собственно, клон мужества, что нужен будет для заполучения меча, мастер меча и Трейфорса. В целом эти рыцари двигаются по сторону часовой стрелки, почему...
по кругу, слева направо. Поэтому, используя подобную тактику, мы их собрали в кучу и как можно быстрее уничтожили. Вот, сейчас мы находим старейшину деревни. Боюсь, не смогу произнести его имени. Он скрывается от угрозы Аганима, потому как сам является потомком 7 мудрецов. Поговорив с ним, он нам рассказывает о том, что необходимы медальоны для получения меча, а также дает ботинки Пегаса. Забираем у него еще и доселе бомбы. С возвращением. Надеюсь, проблем не будет в дальнейшем. Я тоже надеюсь на это. Сейчас на лестнице использовали бэкслот, чтобы разогнаться, и попутно еще используя спики Пегаса, пробежать дальше. И сейчас, кстати, мы продвигаемся к лунной жемчужине. Она нам нужна будет, чтобы в дальнейшем спокойно находиться в темном царстве и не превращаться в Линка кролика. То есть она позволяет сохранить Линку его нормальную форму. Мы еще в дальнейшем встретимся с братом Кузнецом, который будет выглядеть как жаба. Но все из-за того, что он находится... Точнее, все из-за того, что мы встретим его в темном царстве. Вновь совершили воллап и перешли в пещеру. И сейчас должны будем вывести из пещеры потерявшегося старика. А все ради одной волшебной вещицы. Вот дает нам волшебное зеркало, позволяющее перемещаться между светлым и темным миром. И сейчас вновь совершаем воллап, чтобы переместиться в башню Гера. Здесь нам нужно будет заполучить трости Самарии, которые мы будем использовать для большей части. Неприятно чуть. Ну, бывает. Собственно, которые мы будем использовать для большей части скипов. К сожалению, не получилось заполучить трость. Двигаемся дальше. Как раз таки, получая дамаг, мы зипаем через стену. По сути, сейчас, да, мы находимся в туманном лесу, но проблема в том, что, как вы видите, карты загличные, как понимаю, все из наложения одного уровня на другой, потому как есть светло-темный мир, и они находятся наслоенные один под другим. Преодолеваем стену, клипая через нее, вот, открывая-закрывая меню и двигаясь вперед на 1 пиксель примерно. This is very precise, and if we're too early or too late, it can ruin everything. But we got it on the right pixel, and so we're going through, we're in this clipping state still, and so it actually puts us in Misery Mire. So, in the game, all the dungeons, клипаем через стену, забираем ключ от босса и перемещаемся в темный мир. We call this the EG map, as it was originally mapped out in EG. And so, in normal gameplay, you can't really see that the dungeons are Да, так, вообще вся суть игры сводится к тому, если бы вы проходили ванильно, то вам нужно было бы найти 3 медальона, кулона, что-то такое. И затем победить всех главных злюк, которые захотели получить власть в нашем Великом Королевстве, но мы не обычные парни. Да, дело в том, что у них находятся похищенные девы,
что являются потомками как раз этих 7 мудрецов, и хотел использовать аганим для разрушения печати, как понимаю. Сейчас получаем тройст Самари. Мы необычные, поэтому мы спидранеры, и мы делаем все не так, как надо. Мы не смотрим на взрывы, мы не ходим там, где ходят все. Мы ходим под текстурами, над текстурами, за текстурами, но только не там, где нам сказали. Ни за что не оборачиваемся назад при взрыве. И сейчас будем клипать, используя трость Самари, примерно 7 раз. Ускоряемся и... Вновь клипаем. Так мы переходим в другую комнату, и более того, в светлый мир. Ну и забираем гарпун, позволяющий нам передвигаться быстрее, и в дальнейшем также он сыграет важную роль в многих кличах. Подбираем мунную жемчужину. Мунную, что я сказал, лунную, боже мой. That's English, very, very cool. Мы возвращались в святилище, чтобы можно было как можно быстрее добраться до следующей локации, следующего босса. Это начинается самое страшное, когда игры ломаются. На самом деле сейчас очень напряженные моменты для раннера, потому что фейлы запрещены максимально. Нельзя тут ничего заруинить. Потому что игра сейчас сломана окончательно. Если мы умрем, все это как бы плохо повлияет. Хорошо. Как раз таки начинаем бой с Аганимом, что похитил Зельду для того, чтобы сломать эти печати. Так, до предыдущей своей технической шоколадки я хотел рассказать о том, что данная игра внесла огромный вклад в развитие рогаликовой индустрии, ну и вообще в индустрии игровой в целом, пройдя через тернистый путь изменений, потому что первая часть игры была вот примерно в таком же стиле, двухмерной, но во второй части решили чуть поэкспериментировать. Передвижение по миру было двухмерное, однако данжи были, ну, с видом сбоку, то есть не с видом сверху. От этого многим чуть не понравилось. И в третьей части, вот в этой, они решили вернуться к классике и доработать то, что было в первой части. И по сути получилась одна из лучших зельд, которую вы должны пройти с самой первой. Вот прям хотите начать с хорошей зельды, берите эту зельду и идите играть. The way some hookshot mislotted hook push work is we're going to put a hook shot into the back slot, and then we're going to put a regular hook in the front slot. The back slotted hook shot will cause the front hook. Объясняю, почему данная игра повлияла на рогаликовую индустрию, потому что, я думаю, многие знают такую игру, как The Binding of Isaac, а создатель игры The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллан столько всего добавил в свою игру из Зельды, что вообще не сосчитать. Yeah, we need to do that one more time. There we go. I think that's it. Uh-oh. So we need to set our index high again with the lamp, maybe. All right, let's see.
Сейчас используем трос Самари для следующего скипа и затем гарпун. Попадаем в воду. We're doing the backup strat. This one's a lot better and faster. So we're going to hook shot in a very specific pixel. We can do it, and then we can actually kind of clip through this rail here. And so from there, we're going to Клипаем дальше. Мы направляемся к одному из братьев-кузнецов, чтобы он проапгрейдил нам меч. Как это неудивительно. That's a lot of talking. Okay, so about how Samaria hook pushes work. If you put a Samaria block into slot 9, the game reads data incorrectly. So normally with the hook shot, комментатор на основной трансляции сказал, что он вздохнул чуть с облегчением, потому что очень много объяснений, ну не то что объяснений, а повторений того, что есть, очень много используется гличей. Если вы хотите узнать об этом всем, на speedrun.com есть отдельная страница с гайдами, которую можете, мне кажется, на ближайшие 3 месяца уйти в прочтение этих всех гайдов, потому что это просто невероятно, как игру разобрали по пикселям за последние спидран эры, я не знаю, так назову это. И забираем наш мастер-меч 2-го уровня. Сейчас направляемся за ледяным посохом. As it turns out, I guess we're not using sword beams anymore because we got hit. But there are other ways to do it. So, we buy an item. Ну, по сути, обычный меч, как понимаю, перекрывать нельзя. Только мастер-свод можно улучшить, так что... Тут уже все сломано, тут уже все не так, как нужно. Тут нечему удивляться. А этот посох нам будет необходим на уничтожение убиения будущим боссом. From here, we're going into Thieves' Town, our first dungeon we're actually going to complete. So, we're going to do some more hook pushes. So we set our index high with our lamp there. And so we're going to do another... Спустя 20 минут, по-моему, это первый данж, который мы завершим по-нормальному, вроде бы. Right, so here it goes. Let me switch over. Действительно так думаешь? Ну, примерно, что можно назвать в этой категории нормальным. Как бы приближенно к игре. One difficult thing about this is that our magic is really important. All right, there we go. 1, 2, 3. And we pass through the wall, and we've got it. But a lot of these hook pushes are very, very precise. Ох, чем, боже мой. Что он творит с этой игрой, кто-нибудь остановить его. Дальше только лучше. So that we can fight blind. And so, I'm sure you've noticed, but we don't actually have the big key. And to get the maiden from the prison, we actually need normally need that. But we can actually just hook push through the wall to get to the maiden. Для того, чтобы попасть в тюрьму, нам необходим большой ключ, но у нас его нет, так что приходится действовать по-спидранерски. И сейчас ломаем часть пола, чтобы он осветил арену снизу. Это нам также пригодится в будущем. 6 or 7 hook pushes, where this route has well over 20. So we're going to be hook pushing a lot. So as I said before though, we need to put sword beams in slot 0. So there are oftentimes, even with just the smallest mistake, you might have to go and farm up some hearts. Примерно здесь. So we're going to have our
очень активно использовать хук, чтобы достать деву из темницы, не используя ключа. Beam in slot 0 И он facing себя left so that we can hook push out of our dungeon. And there we are. Smooth prison break. Quick and easy. All right. So, next we're going to go fight blind. А вот все Blind просто is a легко. Вы scripted что, fight. не I знали, always что like to выбраться из say, тюрьмы можно if you просто do the сломав same экран? thing, Ну, you get the камон, same ребят. result every time. And так не so, делал. Легко и blind просто. takes 9 Берете hits хук, to get through, берете, no matter what попадаете weapon you're в мир using, whether it's Зельды fighter на sword or СНЕСе. gold sword, whether you're Ну, И using все. еще Emperor or трясться Марии Samaria, необходимо. anything that hits Но в blind, целом, it да. just takes 9 hits. So we're in our third phase А, here, just about to go through, девушка and there it оказывается is. Whew. All right. So we have our first crystal. фальшивкой So I с think типовым we have вором. some time Вот. for Но some убив donations вора, here if we happen но to убив have them. его, мы освобождаем You ее. should take a drink of water. You've been doing a great job. We've А, got кстати, Линка не a будет их забирать. $10,000 Он donation будет немножко from the иначе Yeti, действовать. who says, "Hey all, Yeti here. Thank you for all your В amazing support, один not only during this event, данж but нужно over the будет... last 10 years Можно in our зайти, только partnership with использовав GDQ. перчатки и вроде We're бы happy to share a major башню milestone. We have officially Геры. contributed over Тоже $2 можно зайти, используя million перчатки. to GDQ То есть charities. только так. We couldn't have done it without your help. Но мы A попали в нее reminder to немного make sure иначе. you get your official GDQ items before Sunday at midnight. All profits will be donated directly to the Prevent Cancer Foundation. Там пришел Alrighty? какой-то невероятно большой донат, 10 We have time тысяч, for one more? по-моему. One quick И one. это Неплохо так. хайп. Well, it's a big one. We had another $10,000 donation from Но Fangamer, все еще не who собрали says, на "Hey Tetris everybody, Grandmaster Fangamer here. Челлендж. Listen, I am Эх. communicating Может, with you еще, across the может, еще void through успеем. telepathy. It's Они dangerous, по-любому but успеют, просто count когда люди this увидят, что такое $10,000 Tetris donation. Grandmaster, This was там made донаты possible польются by рекой. everyone who has shopped the Fangamer AGDQ2022 collection. Every rupee spent makes a difference because it's not a secret to anybody that 100% of the profits from sales of GDQ merch gets turned into donations that benefits the Prevent Cancer Foundation. But hurry, today's sunrise was the dawn of the final day. You only have until the end of the event to visit Тоже обожденность. fangamer.com/GDQ. All right, Сейчас so мы back to the run. направляемся So we did an STC, на битву с which loaded the королевским data above, moving the гильмозавром. big chest from the middle room with the mummies into this И room here. And so we were able to get the big key a lot quicker. So we're going to Сейчас set up будет очень a больно. hook push here. Normally you would just bomb jump to get across here, but as I Да мне mentioned уже before, очень больно, we они need просто sword разломали beams, игру we don't want to напополам. take damage. And so we're going to hook Даже push Берем into больше. our посох огня. fire rod. Now we're actually going to do a very long hook push over to the right. And so the room to the right is И actually сейчас the будет back of происходить очень Skullwoods. длинный And хук-пуш, so this way we don't have to go through the overworld and burn the thing to get into который the back. вытолкнет Just hook push нас over there. It's a lot faster. из Right. So here next we're из going леса to do скелетов. a east STC. So east Это еще STC не going все. right. And so one important thing is that when you go into a dungeon, the game always thinks you're in that dungeon. So we're in Skullwoods, but oh yeah, by the way, the graphics are bad now. Sometimes that's a side effect of Что STCs это that it can было? cause the graphics to go really bad. Как говорит So, комментатор, играя все время, думает, we ну, set то up есть, our находясь в STC данже, to игра load the думает, что data мы of our transition находимся to в the нем, и next room. вне So we're зависимости going от to того, set в up a каком hook push, темном so we или get our светлом slot 9 мире. block, and then we put our slot Поэтому, совершая beam in slot подобные 0 скипы, to start выходя в data. ОБ, We're мы just немножечко gonna ломаем игру. hook push through, and now we're in Palace Хотя, of думаю, не только Darkness. ее. So, next we're going to be fighting Helmasaur. We're going to do what's called a murder bomb. If И we вот put Ну мы the bomb так, into мало. slot 9, в we can Дворце actually Тьмы, да. affect when it explodes and for how long by putting a sword beam into slot 4. So we put our bomb there, and now it's exploding, and we're using our sword beams. They're just Сначала мы exploding должны сломать indefinitely. маску And so from у here, гильмозавра. we can break the mask with just one bomb instead of having to use like 5 or 6. Ой, там And then такой after сложный Из- 6 глич, hits, что мы меняем слоты бомбы, а она там although that думает, что bomb's in the way, бей, we can't боже get to it мой. now. Сложно. Да-да-да. There we go. All right. So, because the game thinks we're in Skullwoods, we are actually getting the Skullwoods crystal, not the Palace of Darkness crystal. But we got another crystal, which I think means we have more. И Кстати, еще из-за из-за того, того, что игра...
Да-да, игра Говори. думает, что мы находимся в лесу скелетов, мы собираем кристаллы из леса скелетов, а не из... Actually, you know what? Take a T-spin instead. Let's go Tetris. Они с того места, где мы Y'all, we находимся are сейчас по факту, да. $26,000 Да, into по the сути. $75,000 Темный we need какой-то, to meet я забыл. match speed Tetris Темный дворец? Grandmaster. You want to Да, see темный the дворец. Tetrominos go fast. I know you do. So please get those donations in to meet that incentive. We've also got $50 from Royal Blue Wizard. Given that Hoda Ruby is a living legend of speedrunning, I felt that I had to donate during this run. Please keep continuing to amaze us and set records and goals for others to reach, Hoda Ruby. All right. So, Кстати, вот в обычном прохождении, чтобы попасть в дворец тьмы, нам, кажется, нужно пройти лабиринт. Благодаря мартышке, что будет... О, простите, у нас не менее сотни рупий. Как же плохо. Кидывайте донаты на лечение игры. Сейчас мы используем хук-пуш, чтобы выйти из данжа. So we set up our slot 9 block, beam in slot 0, set our data, and then we hook push across. And then from here, we actually want to take damage from this spike just so we don't have sword beams for this fight. Sword beams kind of mess up this fight quite a bit, so. And one interesting and annoying thing about this fight is that if you knock И вот вы уже не Mothula into the заметили новый spikes, босс-файт. Mothula does not take damage, so you have to make sure he doesn't take damage or recoil back с into the Мотулой. spikes. Anyways, though, hey, look, we have another crystal, which I think means more donations. You covered. We've got Спасаем $50 еще одну from деву. Navi says, listen. Hey, listen. Here's 50 rupees to the Prevent Ganon Foundation. Every rupee counts. And we've got $50 from Вот Two оно, Wicked. The games мастерство go quick, so it only makes sense that the Tetris pieces go quick too, Верхолдера. right? Страшно представить, сколько же $25 времени from он King уже TDN. играет в эту игру. Let's smash cancer like Hoda Ruby will smash Ganon. And $50 Если from я Elvis правильно Fugue. поняла, в чате I am писали, excited to see что how the он legendary спидранит где-то с Hoda Ruby breaks 2005-2006 this года. legendary То game есть, apart. Well, they've been Зельду, breaking it apart судя pretty по его massively каналу, он right играет now, очень so давно. I hope you're liking what you're seeing. And we've got $100. Действительно Sorry, old. $1,000 from Sorlock. Have to donate again before all the Почему games are таким done. людям? Let's have an amazing final day of games and donations. All right, so we're back into the run. So next, we're going to Ice Palace. And so we're going to do a Да, series of сейчас screen мы wraps and then a mirror направляемся wrap к to get there. Колдстейру, So first, we need to do 3 screen wraps. So we used a hook в shot, we ледяной clip through, дворец. of course, a sloped wall. So we clip once, Вновь совершаем we скрин clip рэп. twice, and then we clip 3 times. So 3 times through. And then we need to get on a very 3 раза specific клипаем. pixel. So a mirror wrap works by if you use the mirror and transition И сейчас нам необходимо exactly the попасть same в frame, определенный пиксель, then it kind of triggers this kind of mosaic thing. And then when чтобы we move перенестись в across, определенные it'll be фреймы и similar попасть to a funny на точку с auto-walk thing триггером. where it kind of pushes us past Прелестно, не правда all ли? collision, but you get this kind of crazy effect as well. So we're going to do Благодаря a этой bomb коллизии clip. We're gonna попадаем put a в bomb сам here and замок. dash into it to get us recoiled past, of course, another sloped wall. And then, Подрывая if you're себя familiar клипом with через the стену. Link to the Past randomizer, you're going to see a glitch you are familiar with, which we call the icebreaker. So by using the if you're in a door, you're kind of in what's called door state. And so we can use this door state to kind of, in conjunction with a Samaria block, to essentially force Link past this Сейчас wall. используем So Door we just kind of State quickly с slip использованием through. блока And next, we're от going to do трости one Самарии. of my favorite hook pushes here. So with bow and arrows, actually, bows kind of affect direction a little bit differently. So we're going to put a bow into slot 0 and then use a sword Используя spin. стрелы, мы можем немного изменить направление. Unfortunately, that's an extremely specific trick Перед where you принципом have to вперед. time it very well to get that slot 9 block to form. Not a big deal though. We can just kind of go and like drop down to get a fairy, but I really hope we could have got that. We actually would go diagonal to downright, skipping about like 4 or 5 rooms, which is really cool to do, but
Как вам повезло, на самом деле, что я сдерживаю свое удивление от всех этих гличей, потому что иначе ваши ушки бы поболели. Потому что это нереальное что-то. Можешь присоединиться к комментированию? Я просто чуть в шоке, в шоках. Мои мысли не успевают обрабатываться так быстро, чтобы мой язык мог хоть что-то внятное сказать. Кстати, сейчас вот мы попали в комнату с феями, они немножко нас подхиляли, и мы переходим, если не путаю, в темный мир. We need to clear out these enemies here and make sure not to take damage, as they can kind of suddenly electrocute. So we're gonna create our. There we go. They can go into the walls, and they're so difficult to take care of. So Сейчас стараемся в этой комнате не получать дамаг. Beam in slot 0. And then we're going to put a Samaria block there so we can use it to stop our hook push midway through. And then we're going to use that Samaria block. Используя блок Самарии, мы останавливаем хук и передвигаемся в необходимую нам точку. И далее, благодаря хук-пушу, передвигаемся в комнату босса. Используя огненный посох, мы разрушаем, собственно, его защитную оболочку, и в дальнейшем, забивая его в угол, уничтожаем, чтобы у него не началась следующая фаза. До того момента. Еще один кристалл, еще один босс. Уверенно движемся по рану. Пока что без каких-то критических ошибок. Да, идет очень так неплохо, мне кажется. Несмотря на некоторые моменты. Но в целом то, что он творит, это безумие. Lonk, it's not dangerous to go alone. It's dangerous to leave me alone in this castle dungeon. Come back. Here's some rupees. $25 from Lethal Geek. Walls? Where we're going, we won't need walls. All right, fantastic. And so, we want to go back to the light world and save and quit, so we can choose where we want to go. We're actually going to be going to Hyrule Castle. Not to save Zelda, though. Sorry. И направляемся к замку Хайрула через святилище. Ну или же церковь, смотря где как переводили. Нам нужно будет проклипаться через стену и попасть в данжен. Здесь тоже будет происходить нечто очень безумное, как в целом во всем этом спидрании. We kind of messed up our hook push there. So, as it turns out with our slot 9 blocks, they're very finicky and can despawn very easily. And so, it depends on what items you put what slots. So it's really easy to mess these up. But we got our hook push. Собственно, используя блок, отталкиваемся от него хуком, мы спускаемся ниже, попадаем в темницу замка Хайрул. You essentially store a hook push. So, we're going to store a hook push, and then we're going to put a slot 9 block. Сейчас мы будем вновь переходить в ОУБ, перемещаясь из одного мира в другой, то есть из замка Хайрула в пирамиду власти, как это было с башней Геры, когда мы переместились в темную башню, если не путаю. Гличи просто ломают локацию. So, first we're going to use a bomb to kind of help manipulate our slots. And so we're going to do slot 9 block, and then we switch to hook shot. Используем бомбу, чтобы в дальнейшем она нам помогла при исполнении сетапа. Кидаем крюк и используем блок Самарии, затем вновь кидаем крюк и перемещаемся дальше. Alright, so next we need to defeat land molas. Just do some sword spins. We don't want to use up our magic because we're not going to get a magic refill from here. Выполнив последний скип, мы переместились в пустыню к Ланмоле из как раз-таки пирамиды власти. Здесь мы получаем эфирный медальон, который нам пригодится в будущем для
очищение болота. Again, if you're familiar with the Link to the Past randomizer, you're going Скорби, to see a вроде бы. glitch you're familiar with called the Harapot. So by Сложно, using когда spin speed, не we'll знаешь ни hook на speed, английском, ни на we русском, но и can как бы и знаешь, и не use знаешь, и из-за этого we can смешивается в actually голове clip into this pot that's here on the first название. floor. Normally you have to Вроде climb up В to the Скорби. целом, tower and then fall in a hole to в fall in целом мы there. сейчас But we can just вновь clip выполнили into that with скип, our spin который speed and then hook shot выполняли в самом into the начале. К pot. сожалению, он немножко не There получился, we и are. возвращаемся And then it directly leads в us to the башню top. Киры. So we're going to do another glitch called the Перемещаем себя fanfare в skip. So with pendants, you can actually кувшин, skip падаем the вниз fanfare. и So через miss slot. комнату If the феи pendant переходим в and a темный Samario мир. block are 8 slots apart, then the game just immediately refills your everything and then clips out. So we're gonna defeat Moldorm here. No shenanigans from him. Ну и So we're gonna сейчас do a sword spin where we collect деремся the с, heart с Молдурой. to force the Ее можно pendant to уничтожить, fall если into slot постоянно 1. попадать And then we're going to по collect последней pendant части while ее breaking a хвоста. slot 9 block. We immediately И fill up получаем our кулон things and we мудрости. go. No time to listen to fancy music. We have bosses to kill. So next, we're going to Turtle Rock. We're going to do a kind of older glitch that we call the Да, и TR сейчас climb. мы So we can kind of будем clip into двигаться this к sloped черепашьей wall, and then скале, at a certain point, if we где move, нас it'll ждет teleport еще us один down босс, several конечно pixels же. instantly. Then we can kind of wiggle our way to move Если не up. путаю, это будет And then from Транекс, here, we're going to клипы, do ставь на another определенный mirror wrap. So by пиксель, mirroring over, at the same time we transition, и we get делаем this сейчас еще funky один kind of screen зеркальный thing, and we can варп, jump down. который And the исполняли до door we этого. jump Как вы into is видите, actually экран немножко back of съехал. Turtle Rock on Laser Bridge, skipping like 90% of this dungeon. Ну и вот мы внутри. So from here, we just need to skip these lasers with some precise movement, and we also set our index at the same time with our lamp, right? We don't have the big key, so once again, I wonder if there's some technique we could use to get by Что же у without нас our вновь big нет key. большого ключа? Yeah, of course. We're going to hook push. Но, Для нас конечно же, это... спидранеры это не остановит. We're going to set up another hook push Да. here. So we're gonna Если у нас create чего-то our нет, slot то 9 нам, block, create a platform, в принципе-то и set все our равно. beam in slot 0, and then Да, set our кстати, data, используя pick up our slot блоки 9 block to get with Самарии, us, мы and then можем we're just gonna hook восполнить push себе немного across хп past that и locked door. We вновь don't care клипаем about that. к And so боссу. we're going to do our backdoor Сначала мы strats, going уничтожаем from the back. We ледяным get more посохом hits on Trinex and the одну different голову, heads, kind затем of огненным guaranteeing that посохом we get другую. a one Как можно cycle. понять, это у Whereas них when it есть comes, уязвимость, when we attack from соответственно, the front, по sometimes стихиям, the как way огню и he moves льду. can cause you to get a two cycle. But we got that Ждем, пока very clean. And so we Трайнекс just начнет need a взрываться, и spin нам нужно attack to do будет 2 hits. уничтожить его, We were a little попав early there. That's okay. 3 уже hits. We switch to our lamp. в Set our, орб, we're так gonna сказать, в collect the heart центре. and set our index. This is a very quick run, if you haven't noticed. The front is a little slow, but И once на you самом get деле мы the уже на items, финишной it прямой. becomes very Остается fast. совсем немного. And so, we have another crystal, which I think Очень means another насыщенный donation. спидран. Let's hear it. Excellent. Советую We've got посмотреть его в $33.32 оригинале. from Alex Fulcrum, who says, В смысле, "Donation на train to ГДК Tetris еще. Town, baby." Thank you so much. We are at Советую вам пытаться $30,000 разобраться out of в the нем прям 75,000 we need to досконально. beat Tetris. Да, Max да. speed. Не готовы. Please keep getting those По donations сути, in. очень We've got многие $25 from трюки, они Fundad. повторяются Can't в believe целом, I'm watching a но How to чтобы Ruby выполнять run их, on GDQ in требуется 2022. Such a blessed day мало this того, is. что здание игры, Again, так Baru, и неимоверное количество And we've got практики, $5 как понимаю, from чтобы Princess попадать Zelda. в определенные Anybody see a guy with a sword? пиксели, I've been in this cell for a while. как минимум. And we've got $10 Ну from да, Ms. очень Maggie. много This трюков, one которые is требуют bananas. просто So пиксель-перфектной informative and подготовки. mind-boggling. Keep it up. Да, да. То есть All right. сетапов. So, onward to more Thank you. glitches. So, we're going to do what's called a quadrant glitch. So, if you do a spin attack on a certain pixel when you're in a big Сейчас room, совершается you will actually квадрат cause the глич, game to think you're in a и different room than normally. когда мы So, we выполняем have to do a круговую very атаку, precisely timed spin взрываем attack. себя, We're going to use our select buffers to make sure we can постоянно get on открываем, the закрываем exact меню, pixel. And then there we are. Then we need to do, переполняя I think, память, 2 как понимаю. north STCs here, Вновь which will ставим actually бокс cause Самари. this hole here, instead of just causing us to damage us, will actually be a room that causes us to Опять fall чуть somewhere. пододвинули And so экран. it's actually, we're going to fall Да, мы таким into образом a двигаем wrong экран, warp, и, which по leads us сути, right to the AGDQ2022 fight. перемещаемся
на файт второй с Аганимом. Он будет не менее веселый, вы можете заметить, что Линк стал у нас немного радужным. Здесь Аганим дерется вместе с двумя своими клонами, мы можем их различить, настоящего Аганима и клонов. Собственно, достаточно легко. Аганим, в отличие от клонов, не полупрозрачный. Убиваем его примерно 6 раз попав, попав в него, отражая его атаку. И видим, как из него исходит дух Ганнона. На самом деле, Аганимом управлял Ганном все это время. Он возвращается в пирамиду власти. So it's a good way to save time, but it's really finicky to do, and you don't have a lot of time to do it. But now that Aghanim's 2 is dead, we only have a few more dungeons to do. Next, we're heading towards Misery Mire. So we need to get past this river again. We're going to be doing another hook push to just push И вот across this. сейчас I like to call it the moat push. It's really fun. One of my мы favorite hook pushes, направляемся despite в it болото being just скорби. a simple regular hook push. So we're just Будет gonna push through, past the water, хук-пуш, and there we are. No need to толкание run через around the хук. bridge or anything. Да, да. Next, we're going to be doing clip through Благодаря another ему slope wall to get продвигаемся us вперед. directly to the Misery Mire arena. So Да, it's gonna комментатор get a говорит, little нам не funky, нужны so мосты, be ни careful, дороги. but Да. when you do a regular overworld transition to get to Misery Mire, the game doesn't have enough time to load the rain that's around Misery Mire. So you're going to get this crazy glitchy effect here. Перемещаясь подобным образом, как раз-таки на болото скорби, игра не поспевает за нами и не прогружает дождь окружающий эту локацию. Pyramid, so we can do that one more time. All right, we get another river push. К сожалению, немножко не получился. So, once again, we're going to come down here. We're going to Не ферст Но we do need help даже because, of так, course, sword мне beams. Даже так это все кажется, равно спидран. супер круто. Да. Да, So, да. if you like this hook push so much, let's do it one more time. Slot 9 block, beam in slot 0, set our Вновь data, and используем away we блок. go. Мари, потом All right. So, we're going to do our teleport again. пушим So, гарпуном. At this point, this is actually Отвлекаемся one of the немного на points of the врагов. run that didn't change from the old route. Like the first В half of the клипе route was really what changed, like getting Samaria early and the hook shot. And so it's really interesting to see how Какие a приятные lot of things визуальные changed, but a эффекты. lot of things didn't. и So this попадаем crazy на glitchy болото. effect will go away once we Сейчас будем его use our medallion here. So очищать. И заодно, don't worry too much about the надеюсь, glitchy избавимся. glitch. I'm sure you're used to it by Да, this point. избавляемся от этого глич-эффекта. Это был дождь. Если вы не поняли, вы не узнали дождь, так это был дождь. But the game thought we were in a Да. cave. And so that big key no longer exists. Even if we were to go to the chest, it's open, there's no big key there, and the game doesn't think we have the Естественно, Misery для Mire нас big вновь key. не существует So, of course, большого ключа, необходимого для того, our solution to чтобы that is hook pushing, продвинуться для босса. right? Hook Зачем, pushing если solves all есть мастерство problems. спидранера? If you have a problem, you can just hook push it Здесь мы somewhere else. будем постоянно So, we're going пушить. to go to one of our favorite rooms in the glitched community, as it was never seen in any other category, the Fishbone Room. There's a room kind of in the back of the dungeon that kind of looks like a fish. And then there's walls or barriers that kind of Сейчас look like bones. направляемся в And so we have комнату, our излюбленную Fishbone Room. спидранеров, And so from напоминающую по there, we форме can do рыбы a hook немного. push north Она that'll находится actually get us примерно past в задней all of the dark части rooms, данжа, which is really nifty. уровня. So we're low on magic. We need magic. Again, just spam Samaria. Восполняем Very немного магии, easy. You can do it at home. Just make sure you're in a big room. используя трое Самари. So here we are, the Fishbone Room. We're gonna pick up some magic. Standard hook push. We need to create a block in Вот slot и 9. излюбленная комната. Make sure we don't Ставим take блок. damage from a million things flying around on screen. Стараемся не There we получить go. That looks дамаг like our slot от 9 block. We set our beam in летающих slot 0, всюду and then we're gonna hook push across. атак, Away we go. прилетающих мимо. And then Пушим.
Подаем следующую комнату. Да, нам сейчас нужно получить большой ключ. Ну или прохук пушится. Ну, да. И вот попадаем к Витриус. Сначала бьем по активным глазам, что вылезли из предположительной слизи, и далее бьем по глазу. Получаем damage boost и добиваем босса, благодаря ей используя круговую атаку или заряженную атаку. Absolutely. We've got $500 from Philosophy, who says, I thought I knew how this link to the past run was going to go, but this new tech is blowing my mind. Amazing run. We've got 250 from Ward. Пока зачитываю донаты, могу опять же повторить, ну, примерно систему, почему эта игра так сломана, потому что третья игра в серии подразумевалась такой инновационной в плане многослойности уровней. Из-за этого получилось то, что получилось. Игра хорошая, но много таких интересных гличей из этого получилось. Потому что мы можем просто между слоями передвигаться. Я в первый раз увидела спидран, честно говоря, не сказать, что много играла, допустим, в игры от NES. Да, наверное, мне бы хватило любого другого спидрана, но увидев этот, я не знала, что и думать. Это выглядит как какое-то волшебство. То, как он ломает игру и передвигается из локации в локацию, используя УБ. Да, сейчас мы создаем рандомную дыру и попадаем, по сути, на ту же локацию, но в светлом мире, соединяя два мира. Мы слышали как раз-таки музыку из другого мира и передвигаемся к еще одному боссу, к Аргусу. Попав в другой мир, мы также немножко восстановили себе ХП. Сначала убиваем Арги, окружающего босса, и затем уже добиваем его. И, собственно, убивая, получаем кулон силы. And so it happens that the Mothula arena is right next to this room in the beginning. And so we are going to push there. And the game's going to think, hey, you're in Swamp Palace, and the boss of this room is dead, so you deserve a crystal. And there it is. So let's hear some donations. Что ж, из-за того, что мы уничтожили босса в замке, в Болотном дворце, но мы перед этим вышли, собственно, в светлый мир, возвращаемся, и игра думает, что как бы босс побежден, и таким образом мы можем забрать кристалл, потому как из-за глича мы не могли этого сделать ранее. И теперь нас ждет финальный босс Ганандорф. Но здесь скорее он будет в обличье Ганана. Знаете, если вы живете в королевстве Хайрол, ни за что не вздумайте назвать своего сына Линк. Нет, ну Возможно, в ему придется целом, спасать королевство. там же есть целое разветвление во временной ветке Зельды. И это все множество разных линков. Каким же линкам не повезло. Собственно, начинается босс-файт с Гананом, он кидает
трезубец, как понимаю. Этот момент мы его бьем. Но, ух, он наносит больше урона, чем мы ожидали. Стараясь уклоняться от атак трезубцем и вот этих круговых огненных атак, мы бьем Ганнена. Но также у Ганнена есть следующая стадия, когда он становится невидимым, и в этот момент мы не можем его бить, то есть наносить урон. Да. Мы Такая наносим спи- 12 ударов. Firebats do 4 hearts of damage, so we can take 1 hit. Alright, phase 3, the warp phase. There's a 50% chance for him to warp. огненные... Can't hit him, and a 50% chance of him Эти to огненные warp летучие before мыши attacking. наносят 4 So полных it's сердца, complete поэтому мы не можем RNG. получить от них удар. Many runners have seen many PBs die to him Кстати, deciding to переходим уже к warp следующей a стадии, lot. когда So this is Ганна kind of the least начинает popular phase of the fight рушить for a lot арену. of people. And so we don't have the silver arrows. И As it turns out, we don't need them. If периодически, you do a spin attack right before избивая he warps, Ганнена, you can мы должны actually get a следить и hit за on тем, him. чтобы факелы And не, so we need не 12 потухли, потому spin что attack hits to Линк не defeat him. сможет So we're увидеть just gonna врага slowly do that. без Also, света. you'll notice that the right lamp isn't going out. Уклоняемся от We did атак a и glitch бьем Ганнена, called the, когда он torch выходит glitch. из инвиза. So, in this fight, like the left lamp goes out and then the right lamp goes out. But if you relight the left lamp, Заряженная атака, before the right естественно, one goes out, наносит then больше the урона, right так one что never в goes основном out. используем ее. And it makes this fight Тем a более lot есть easier, 'cause you only have to worry время, about lighting one torch. So we're getting our spin чтобы attacks. зарядиться. You think we only need, and there it is. That's the last one, and Ganon is defeated. And so time is going to be Ну и что after же, we Ганнен walk побежден. across the door, and it starts to mosaic. That will be our time. Е. But we got through all. We hook pushed our way to victory. И It was время a уже fun будет time. прям And совсем скоро. Да. И Э, Линк заполучил Трейфорс. I hope you enjoyed this. I'm really excited and Ей. happy that we were able to show off this run. Хайп, Ultimately, Трифорс. we did a Всего lot 2 of серьезных work ошибки на rerouting ран. this, В таком сложном ране это pulling the прям world record, достойно ваших smashing the клап, old клап, клап, record клап, by клап. like over 6 minutes with this reroute. So I'm so happy that he was able to show this off. Да, and everything, конечно, эти две глобальные ошибки забрали 6 минут. Допустим, если сравнивать Yeah. с VR. But we're not quite done with our Link to the Past Извините, adventure. марафон лак. We met our Но incentive. это все We're going to еще, see what we если can не do путаю, if we быстрее, do чем have у EG, второго места. right? Там So we did so much 54-14, with кажется. no EG. What happens if we Все have быстрее, чем EG? если бы мы попытались So, пройти за let's ближайший see. марафон. Вот Ultimately, если бы мы начали в can we начале reset марафона, and get ready for мы бы the все равно не успели. any percent? Не, Here ну we кто are. знает, может быть, и успели, но это точно быстрее, чем если бы мы играли. Если бы мы спидранили. All right. Okay. Okay, we're ready. И, как One more поняла, time. 3, собрали на 2, бонусную игру. 1. Wow. Go. All right. So, this run's going to look a little bit similar at the beginning. We're going to be going and Да, jump saving, quitting, на сей setting up our раз EG, спидран just будет like we did last time. в But чем-то немного схож в плане we don't гличей, need the long но мы state. сможем As I пройти explained игру before, примерно за 1,5-2 минуты, you jump, save, and quit, максимум and 3. the game thinks next Ой, time you hit the так, ground, you're сейчас за going to 1,5 change минуты your вы не lane. должны моргнуть ни разу, иначе вы So, пропустите игру. this time, we're just going to take regular damage from guard, and that will hit us up. То we'll есть мы land, будем and then it получать will switch our, дамаг с, layer. And с- then от стражи. we'll see what we can do in EG. But of course, we need to go and talk to our uncle again, say our hellos. He always gets lonely down here. It's Наверное, a little большая cold. часть We'll времени bring a все-таки blanket. затрачивается на приветствие дяди. И На на то, самом деле, чтобы выбиться из This дома. is the any percent run, so we aren't going to see any bosses actually, right? With any percent, our goal is to get to the Triforce as fast as possible. We don't need to worry about our bosses. We don't need to worry about our crystals and pendants. So, Ну I да, wonder сейчас how fast we can do ни о that. чем не стоит волноваться. So, we
Да, главная цель — получить рефорс, поэтому, ну, останутся злодеи в живых. В чем проблема? По сути, игра Просто сейчас рефорс. повторяется, кстати, как и в ране. Мы выполняем, по сути, те же действия. А тогда не нужны ни враги, ни мастер-меч, ни кулоны, никакие дополнительные предметы, даже дев спасать не надо и Зельду. Независимый Линк. Только это рефорс хочет получить. Version. I don't know about the GBA version, but we got our save, jump save and quit. We take damage, and now Вот, we're и in сейчас EG. нас We're должен under the floor. So ударить we're walking, we're going up. We see our guards there. охранник, рыцарь. Oh, there's a little link here poking out. Рыцарь, страж, охранник, без разницы. Теперь мы Страж, оказываемся страж. We're gonna keep going north. We need to walk под back. Мы видим, полом. как Линк проходит под Right, полом, one замечая more его room. шапочку. Как вы до этого могли видеть его голову с другой стороны And then камеры, получается. we'll reach the Ganon room. Знакомые локации. So we Вот, walk мы up. добираемся до комнаты Ганнона. Just a little bit more walking. We're going slow and easy, right? Oh, hey, listen Чуть to that немножечко music. вперед. Is there a boss here? Oh, hey, look, it's Ganon. He's just having fun, but we don't care about his fun. We're at the А вот и Triforce. Ганнон. Yay, we made it. Но нас это не Quick and волнует, easy. мы забираем Трайфорс. And that's our time once again. Ей, время. Ну что ж, и священное царство теперь в наших руках. We did it. Конечно, это не 1,5 минуты, So yeah, you can try it at home. но Just большую be a little часть careful. Do your jump save and этого quits. рана Land занимает on the floor. буквально выход из might be an дома AG и too. разговор с дядей. Беспокойно, что какой-то злой Thank маг you, может everyone, захватить for какую-то watching невероятно the Link to the могущественную Past силу, просто run. захватить ее I'm быстрее. glad we were able to do it. Да, все просто, опередите его. Thank you very much.